F-16, управляемый украинцами, сбил российский высокотехнологичный Су-35. Раскрыты новые детали воздушного боя на северо-востоке Украины. Как шведский самолет помог ВС ВСУ. Литва наносит удар по Германии. Громкое заявление из Вильнюса и критика Мерца. В чем причина конфликта между странами НАТО? Словакия готова стать на защиту России. Фица может блокировать санкции Европейского Союза против Москвы, но выдвигает условия. Какое? Новый удар возмездия и атака по Украине. Красное небо над страной. Зеленский выпустил срочное предупреждение и допустил победу Путина. Кремль созывает заседание Совбеза РФ. Берлин решает вопрос с бомбоубежищами на случай войны с Россией. Сколько укрытий планируют построить немцы? Ситуация не под контролем. Войска уже на улицах Лос-Анджелеса. Штаты на грани революции, а Израиль готов ударить по судну с экоактивисткой Гретой Тунберг, которая плывет к сектору Газа. Об этом и не только, далее в выпуске. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Бой проигран. Издание Bild раскрывает первые детали воздушной битвы между российскими и украинскими летчиками вблизи украино-российской границы. Впервые в истории американский F-16, которым управляют украинцы, сбил один из самых лучших российских самолетов Су-35. Это событие, как известно, произошло на днях, и об этом массово сообщали СМИ. Однако теперь уже раскрываются новые подробности. Флагман российского воздушного флота был потерян, когда украинские воздушные силы наносили удары по позициям России на северо-востоке Украины и на территории Курской области. Су-35 вылетел на подмогу, пишет Bild, и уже тогда элитный российский самолет появился на радарах шведского самолета радиолокационного наблюдения СААП-340, который также есть у Украины. Пилот передал данные F-16, и тот нанес удар. Когда Су-35 оказался достаточно близко, шведский СААП передал американскому F-16 данные, необходимые для запуска ракеты IM-12 с дальностью около 50 километров по российскому истребителю. Сбитый самолет упал примерно в 16 километров от границы на территории России, недалеко от Коренева в Курской области. По данным российских источников, пилот успел катапультироваться. 2 украинских истребителя благополучно вернулись. Российские Z-военкоры также подтверждали потерю и писали, что летчик включил прицел, засветился и после был нанесен удар. Машина была потеряна. Россия использует сейчас менее 10 высокотехнологичных Су-35. Для РФ это существенная потеря, пишут западные СМИ. Литва наносит удар по Германии. Атаковал Берлин, а точнее канцлера Мерца, президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что немецкий канцлер подорвал доверие к Европе, потому что не ввел обещанные санкции против России. Науседа говорит, что Европа должна поддерживать Украину не только на словах, но и фактической помощью, потому что Москва не собирается уменьшать свои аппетиты в отношении Киева. Кроме того, литовский президент советует другим странам брать пример с государств Балтии и Северной Европы, которые не только сыпали обещаниями, но и уже выполнила их. Речь о суммарной военной помощи размером около 26 миллиардов евро. По словам Науседы, Евросоюз должен быть более решительным и жестким в отношении антироссийских санкций. Мы всегда требуем максимальных санкций. Литва всегда за максимальные меры, и этот случай не исключение. 11-й пакет санкций должен быть эффективным. Это означает, что прежде всего мы должны включить в него ключевые энергетические компании, которые приносят доход российскому бюджету. Nord Stream, Росатом, Газпром, Лукойл. Они обеспечивают Кремлю денежные потоки. Другими словами, они финансируют войну Путина против Украины. Также туда должны входить оставшиеся коррумпированные банки и оставшиеся суда Теневого флота. Эти меры должны быть приняты, если мы действительно хотим наказать Кремль за то, что он делает в Украине. Тем временем на защиту Москвы готова стать Братислава. Словакия заблокирует любые санкции Европейского Союза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам самой Словакии, говорит премьер Роберт Фицо. Словакия, входящая в НАТО и ЕС, при правительстве Фицо и его левонационалистической коалиции заняла иную позицию по отношению к Украине, отличающуюся от большинства западных союзников. Еще в 2023 году Братислава остановила военную помощь Киеву, а на этой неделе парламент Словакии принял резолюцию, призывающую членов правительства отказаться от поддержки новых санкций и торговых ограничений против России.
Если санкции нанесут ущерб национальным интересам Словакии как государства, мы их заблокируем. Но есть и такие санкции, к которым мы вообще не имеем отношения, которые никак на нас не влияют, но Европейский Союз настаивает на них с маниакальной настойчивостью, якобы ради единства. Так мы член Европейского Союза или нет? Да, мы член. Конечно, мне важно быть конструктивным участником ЕС, но не в ущерб Словацкой Республике. Если будет санкция, которая нам вредит, я за нее не проголосую. В Украине опровергают информацию российского Минобороны о том, что российские солдаты уже ступили на территорию области, в которой их до этого за все эти годы войны ни разу не было. Речь о Днепропетровской области, которая граничит с Донецкой. В Киеве признают, что войска РФ не оставляют намерений войти в эту область, однако пока это им не удается. А все планы России на этом участке фронта нарушены. В то же время в Москве уверяют, что их планы не нарушены, и они развивают свое наступление в новой области. Такие вот позиции сторон. При этом зампред Совбеза РФ Медведев, как всегда, принялся отправлять сигналы в Киев и не на дипломатическом заявил, что территория Украины уменьшается. Всех предупреждали. И зеленых вшей, и их покровителей. Те, кто отказывается признавать реалии войны за столом переговоров, столкнутся с новой реальностью на поле боя. Наши вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области. Шагреневая кожа бандеровского государства продолжает сжиматься. Великое очищение продолжается. Зеленский при этом говорит, у Путина действительно может появиться возможность победить в этой войне, если США перестанут предоставлять Украине военную помощь. Тогда шансы на такую победу однозначно вырастут. Зеленский также уточняет, что такой сценарий может стать реальностью, если это будет очень долгая война, которая продлится много лет и без санкций. В Киеве заявили, что Америка уже не выполняет обещания, а некоторые действия Вашингтона говорят о возможном предательстве. Например, ракеты, о которых в свое время Украина договорилась со Штатами, внезапно уехали не в Украину, а на Ближний Восток. Ракеты, которые нужны для уничтожения ударных российских дронов. Но мы нашли кое-что и решили, кажется, это было при прошлой администрации. Это был министр Остин, министр обороны Остин, и мы с ним определились с одним проектом. Мы рассчитывали на этот проект 20 тысяч для борьбы с шахедами. Это было недорого, но это была особенная технология. Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перекинули их на Ближний Восток. В новой же администрации Белого дома говорят, что то, что было ранее при президентстве Байдена, это безумие. Мол, 46-й президент тратил деньги направо и налево. Вице-президент Венс говорит, что войну надо останавливать, ведь радоваться смерти украинцев и россиян на поле боя не получается. Например, мы направили $300 миллиардов Украине, но президент США ни разу не пытался добиться дипломатического урегулирования. Говорите о телах на земле. Конфликт между Россией и Украиной – это жесточайшая вещь. Мы видим спутниковые снимки, секретные изображения – это ужасно. Некоторые, в основном с нашей стороны, скажут «русские погибли, это хорошо». Я не защищаю вторжение, не защищаю начало войны, но когда людей разрывает на куски, сердце должно болеть и нужно пытаться что-то исправить. Это то, что мы пытаемся сделать, и нас за это критикуют. В то же время американские чиновники накануне уже предупредили, финала войны не видно, а в ближайшие дни Украине придется пережить еще одну массированную атаку. Это будет продолжение мести или же удар возмездия за операцию СБУ «Паутина», в результате которой армия РФ потеряла десятки стратегических бомбардировщиков. Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, с целью послать ясный сигнал Киеву. Другой, высокопоставленный западный дипломат, предсказал дальнейшее разрушительное наступление со стороны Москвы. «Оно будет масштабным, жестоким и неумолимым», — сказал дипломат. «Но украинцы — смелый народ». С
Спустя несколько часов после этой публикации информацию американской разведки косвенно подтвердил Зеленский. В своем традиционном вечернем обращении он акцентировал внимание и на том, что в ближайшие дни гражданам Украины нельзя игнорировать воздушные тревоги. В России же тем временем анонсировали большое заседание Совбеза РФ, которое, вероятно, будет посвящено отношениям с Украиной. Параллельно с этим многие мониторинговые каналы начали сообщать о том, что массированный и комбинированный удар запланирован на ночь с 8 на 9 июня. Фиксировалась активность на аэродромах со стратегической авиацией РФ. Кроме того, первые стаи дронов начали залетать в воздушное пространство Украины еще до заката 8 июня. Первой под ударом оказалась Сумская область, в которой наступают россияне. А вскоре дроны разлетелись по всей стране. Серия взрывов зафиксирована в Ровно, на западе Украины. О работе ПВО и атаке сообщали и в других областях страны, в частности и Киеве. Кроме того, Россия подняла авиацию. Сразу 9 бортов, среди них и Ту-22М3. Именно они совершили пуски ракет из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Это были ракеты Х-22, которые не посильны украинской ПВО. Ими были нанесены удары по объектам в Черном море. Мониторинговые каналы сообщали об атаке по газодобывающим морским платформам или же острову Змеиный. Германия озаботилась строительством бомбоубежищ на случай войны с Россией. Сейчас укрытий хватит лишь 500 тысячам, а это значит, что спрятаться от потенциальных бомбежек смогут чуть больше 0,5% населения страны. О том, что стране необходимо больше подземных мест и Германия готовится к худшему сценарию, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер. На случай войны в стране необходимо создать 1 миллион мест в бомбоубежищах, как минимум, говорит он. Тислер, как и другие немецкие спикеры, в очередной раз заявляет о возможной войне на территории одной из стран НАТО уже через 4 года. В Бундесвере исходят из того, что времени на подготовку к возможной чрезвычайной ситуации остается немного. Если Россия действительно нападет, Германия станет логистическим хабом для переброски международных войск на Восточный фронт Европы. Это сделает страну потенциальной целью для российских ракет дальнего радиуса действия. США на грани революции. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты против иммиграционных рейдов Трампа. В воскресенье Трамп распорядился направить в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом, обвинил Белый дом в намеренной эскалации напряженности. Эксперты отмечают, это первый случай с 1965 года, когда бойцов Нацгвардии подняли без разрешения губернатора штата. Аналогичные меры предпринимались в 1992 году во время лос-анджелесских бунтов после дела Родни Кинга, но тогда президент Джордж Буш-старший действовал по просьбе губернатора. Решение Трампа вызвало одобрение среди его союзников. Министр обороны Хексет назвал его здравым смыслом и подчеркнул, что насилие против федеральных агентов и объектов не будет терпимо. Сенатор-республиканец Маркуэйн Малин заявил CNN, что ситуация явно не под контролем. Основная угроза – это усиление власти федерального правительства в ущерб власти штатов и местных структур. В США изначально была задумана система разделения полномочий между уровнями власти. Еще одна серьезная проблема – эффект устрашения. Возможно, люди перестанут участвовать в мирных протестах, будут бояться выражать свое мнение и несогласие. А ведь это одно из важнейших прав американцев – право на протест и свободу слова. Казахстан через пару дней после подписанного с Великобританией плана военного сотрудничества до 2026 года сменил министра обороны республики. На официальном сайте президента Токаева уже названо имя нового главы военного ведомства. Им стал Даурен Касанов. В Астане заявляют, что Токаев дал ему ряд конкретных поручений, которые касаются укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, а еще расширения возможностей сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры. Напомню, что согласно последним планам Лондона и Астаны, военнослужащие из Казахстана теперь смогут проходить обучение в высших военных учебных заведениях Великобритании.
Израиль угрожает отправить Грету Тунберг на дно, в частности потопить судно, на котором известнейшая экоактивистка внезапно решила отправиться с другими энтузиастами к сектору Газа. Тунберг, которая открыто выразила поддержку палестинцам, уже сегодня может приблизиться к водам сектора Газа на паруснике Мадлен. Вместе с ней на борту корабля с гумпомощью находятся другие экоактивисты, а также депутат Европарламента Рима Хасан, ранее обвинявшая Израиль в гибели похищенных в октябре еврейских детей, убитых палестинцами. Активисты намерены доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание международного сообщества к положению гражданского населения в Газе. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Грету и ее компанию, что им лучше не приближаться к Газе. Как считаете, ударят по Тунберг и кораблю или нет? Пишите в комментариях. Я дал указание Цахалу действовать так, чтобы флот ненависти Мадлин не достиг берегов Газы, и применить все необходимые меры для этого. Антисемитской Грете и ее товарищам, распространяющим пропаганду Хамаса, я говорю ясно: вам лучше повернуть назад. До Газы вы не доберетесь. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.